Приветствую, земляне! У микрофона Планета, и это новый ролик по игре Watcher of Realms. Земляне, гостем нашего ролика сегодня будет босс кодекса по имени Стикс. Что ты смотришь? И на нем мы с вами будем проводить краш-тест наших новоиспеченных ядовиков. Проверим эпического лорда, легендарного лорда, посмотрим, каких высот может достигать определенные пачки. И обязательно досмотри данный ролик до конца. Возможно, и ты сможешь набрать свои первые 3S на данном кодексе, а либо же вообще ворваться в топ-100. И обо всем поподробнее после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Донатов.нет. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. С чего следует начать, так это если ты смотришь ролик с целью понять данного босса, и ты только недавно начал покорять боссов кодекса, тебе нужно забрать ачивку и прочее, прочее. Давай с тобой узнаем, что этот босс в целом делает. Ничего особенного. Бьет один раз в фазе натиска, там наносит своими духами определенное количество атак, ничего болезненного. Самое противное в данном боссе это наложение на себя щитов. С каждым разом, с каждым наложением щита счетчик по количеству ударов для снятия данного щита будет расти. Но если мы щит разбиваем, у нас есть дополнительные плюшки. Это повышение урона нашей команды по боссу и 50% залития ярости всей вашей команды. То есть от этого можно отталкиваться, если, к примеру, вы используете героев, которые вот именно в ультах очень и очень сильно набивают урон, либо же ульта очень долго откатывается, и в этой ульте огромное количество атак, чтобы с фазы до фазы щита набирать героям, таким как Ситрам, к примеру, ульту, чтобы быстро разбивать щиты босса, это важно все знать. Все, в принципе, больше ничего из этого вам не пригодится. Ну, а если ты такой тертый калач, уже давно играешь и все-таки дотерпел до кульминации, то вот, смотрите, я набил 8 миллионов 178 тысяч, ну, короче, почти 8200 миллионов урона и даже в топ-100 не попал. Посмотрим в рейтингах, у нас здесь 5-е макаки, 5-е кигири, в общем, все это понятно, с инитами, с люциусами я набил вот такой вот пачкой. Это у нас идут ядовики, и ниже таинства, и 5-я макака, естественно, для урона. Давайте посмотрим, кто сколько нанес урона. Естественно, макака на первом месте, Настя на втором месте, после нее идет Нумера, потом Ворн и даже Инит. Нормально так себя чувствует по урону. Хельга у нас, кто знает, тот знает, самый лучший герой для контроля счетчика щитов босса. Очень быстро его обнуляет, потому что огромное количество атак у нее с ульты. Ну и, в общем, вот это наша пачка, и рассмотрим с вами также ее вариации. Сейчас на быстрой перемотке посмотрите, как эта пачка работает, и если у вас будут какие-то вопросы конкретно по этой пачке, пишите в комментариях, с удовольствием всем отвечу, хотя я думаю, тут ничего такого нету. Смотрим. Стоять. Сначала думал показать вам в быстрой перемотке, как вообще бьется босс, но потом подумал, что, наверное, все-таки надо объяснить, как своей пачкой набиваю урон, а потом уже переходить к демонстрации более бюджетных, что ли, паков. В общем, смотрите, какая здесь ситуация. По расстановке, прожатиям и всему прочему отменяем автобитву, потому что они здесь все одеты, чтобы я их сейчас не одевал. В общем, Хельга у нас стоит здесь, потому что у нее есть пассивка, которая она у бойца, который стоит перед ней, забирает 15% его крит урона. Ну как забирает, просто получает. Не то, что взяла и откусила, а просто получает. Ну и в целом все остальные. Инит у нас цепляет всех, ну кроме Ворна.
И, следовательно, в области действия его автоатаки он будет развешивать ядра, которые также наносят урон, хилят, бафают, ну и прочее, прочее. Здесь у нас какая ситуация? Важно уронить босса на этой вот стадии раньше того, как он получит щит. Потому что именно от получения щита увеличивается его последующий. Следовательно, мы переводим босса до щита в фазу набивания очков, и вот только тогда он получит свой первый щит. Ведь если вы сейчас не пробьете босса, босс начнет уже наращивать щиты, и у вас, можно сказать, будет на одну фазу меньше урона, потому что там самые большие фазы, там около 600 автоатак нужно нанести, чтобы разбить щит. Ну, это, в принципе, очень и очень сложно. И что мы делаем? Смотрим на количество ядов. Так как у нас пачки Нумера, мы через Нумеру, сейчас Ворн еще там накидает своих ядов, и даже, видите, Нумеру не надо прожимать. Все, мы уронили босса, и после того, как босс сейчас подымется, у нас вот мы видим, там яды по-любому все иссякли, не стоит сейчас тратить Нумеру, а вот Макаку можно потратить. Все, там сейчас Настя яды накидает, и теперь прожимаем Нумеру. И также проживаем Инита. Мы буквально вот где-то до 2,5 минут проживаем всех, кто наносит урон вне щитов. Потому что Хельга спокойно 3 минуты будет убивать щиты сама, и ей никто для этого не нужен. А как мы помним, что после того, как мы разбили щит, повышается урон по боссу. И, следовательно, все наши дэмэдж-дилеры, которых мы можем контролировать, ведь у Насти автоульта и у Ворна автоульта, мы здесь не сможем под них подстроиться, а вот под Макаку с Нумерой мы сможем подстроиться. И есть одна такая хитрая фишка, которая позволит нам максимизировать наш урон. Давайте смотрим. Вот сейчас будет первый щит. У нас как раз Хельга уже готова. И мы ее прожимаем. Вот, пожалуйста, смотрим. Если у нас сейчас получится, то покажу этот хитрый абуз. Смотрите, ситуация. Вот сейчас пробивается щит, и нам нужно прожать двух героев до вот этих вот синеньких бликов. Вот эти синие блики говорят о том, что сработала пассивная, ну, то есть пассивка, которая срабатывает после снятия щита босса. Следовательно, заливка 50% ярости наших героев. И давайте сейчас это проверять. Пошел урон, так как говорится. Вот, пожалуйста, у нас уже Б с плюсом. Это только первая фаза. И закончился ультимейт. Я даже сейчас вебку выключу. Смотрите, 71% уже у Нумеры, хотя она только ультанула. И 54% у Макаки. Следовательно, мы понимаем, что в момент прожатия мы успели прожать ульту и получить 50% после нее. И это нам говорит о том, что да, наши герои вот буквально сейчас, вот прямо сейчас будут готовы нанести урон снова. Инита тоже прожимаем. Сейчас, если мы успеем, то даже можно перед появлением нового щита еще раз засандалить по боссу. И у нас как раз где-то будет плюс-минус 50%. И в следующий раз, когда мы пробьем щит, то мы сразу же сможем ударить по боссу, чтобы попасть вот эту вот фазу, когда босс после разбития щита получает больше урона. Вот, Нумера готова. Сейчас заливка, видите, заливка ярости идет не сразу. Именно из-за этого можно абузить. Все, пошли. Раз, два и три. Все, у нас уже S+, и это только второй. S уже, посмотрите, как очень хорошо пошел прям урон, прям летит. Урон уже S+, и у нас еще 4 минуты битвы, и это прям очень и очень круто. И здесь вот, как вы можете видеть, сейчас у нас будет фаза вхождения в щит. И у нас готовы ультимейты. Следовательно, мы понимаем, что и здесь мы снова сможем заабузить это. Самый легкий способ абуза этого перед разбитием щитов нажать на какого-то из ваших героев и просто смотреть, как счетчики вот тикают. Смотрите, ждем, когда вот буквально 7, там 5, 4. Так как Хельга бьет очень быстро, даже под замедление мы успеем заабузить. Хоп, все, щиты сняты. Мана залита, ульты закончились, и уже снова половина ультимейтов. Очень классно работает, 3 минуты, и у нас уже трипл S.
Я думаю, эти знания помогут тебе, если тебе нужно выполнить ачивку на 3S кодексы. Ну, а те, кто знает, то поздравляю, вы просто, может быть, для себя открыли какую-то новую пачку и не знали, как она работает. Ну, очень-очень комфортная пачка, мне понравилась больше, чем играть странниками, так как и странниками можно хороший урон выдавать через Йоваров, Сайлосов и тех же Суню Куней с ситрамами, но там нужно прям скрупулезно контролить, смотреть. Здесь все куда более приятно. Мы смотрим до пробивания щитов, вот щиты пробиваются, мы замедляем время, ведь мы а-ля Флэш, там, я не знаю, или Ртуть из Марвел, хоп, все. У нас все прошло, 3 миллиона урона, и все. Больше ничего не стоит знать. Единственный еще момент уточню, где-то буквально на предпоследнем щите, это вот где-то минута, вот эти персонажи, за счет того, что у нас здесь есть снижение атаки от Нумеры, у меня здесь умирает только Ворн, тут не пробуйте разбивать предпоследний щит, то есть который идет там на минуте 15, ну это вы сейчас увидите в перемотке. Вваливайте весь урон, не копите ультимейты, вы его все равно не пробьете, а вваливайте ну, все, что есть вот в фазу, когда можно наносить урон, и потом у вас без ворна все равно еще пойдет набивка урона, и вы спокойно доживете прям до конца таймера. Ну, а теперь сейчас можем посмотреть это все в быстрой перемотке. Вернемся уже на характеристиках урона и на альтернативных пачках. Не, ну балдеж. Еще и новые рекорды ставим. В общем, вот как произошло. Давайте смотрим характеристики урона. 301 миллионка урона получилось у Макаки. Да ты клоун, сынок. 276 миллионов нанесла Настя. Ее почти догнала Нумера по сравнению с тем, что было в начале, когда мы смотрели пачки. И здесь тоже ребята подтянулись. В общем, как вы видите, пачка может наносить при почти одинаковых условиях рандомный урон. Все это зависит от того, что рандомно Нумера накладывает свои вот эти стаки срезов, которые наносят типа чистый урон. Также Макака рандомная. В общем, здесь вот как-то вот так. Теперь давайте же перейдем к альтернативным вариантам. Так как сегодня поделился новостью того, что попробовал ядовиков в своем телеграм-канале. Кстати, обязательно подпишись на него, там я много чего рассказываю, много чего показываю по игре Watcher of Realms, куча аналитики, в общем, тебе обязательно понравится. Вот QR-кодик и ссылка в описании. Подписывайся, жду тебя, кайфанешь. В общем, спросили по поводу того, как себя ядовики ведут с эпическим лордом. Вот давайте сейчас мы это и проверим. Абсолютно та же пачка, только вместо Насти у нас Виксера. И давайте смотреть, насколько сильно у нас изменится урон. И в целом для интереса посмотрим, возможно ли такой пачкой набить Triple S. И сейчас для полноты эксперимента Макака у меня на 5-й пробуде, но я им не буду ультить, чтобы мы просто поняли, что нас может ждать, если вы вдруг будете играть Макакой без 5-й пробуды. А таких, я думаю, ну, довольно-таки... большой пласт игроков. Давайте выставляем Хельгу. Наверное, сначала Макаку, потом Хельгу, чтобы она взяла 15% крит урона от него. Дальше выставляем Виксеру, выставляем сюда Нумеру, разворачиваем сюда Инита и ставим Ворна. Все, у нас абсолютно такая же расстановка. Смотрим, давайте ультанем Виксерой, посмотрим на ее дэмэдж. Что-то его как-то не ощущается. И
ультанем Нумерой, чтобы босса уронить до щитов. Ну, как мы видим, без Насти уже немного не та картина. Еле-еле до щитов у нас это все получилось. Хотя, если бы мы прожали Макаку, если бы мы прожали Инита, мы бы это все прорубили. Но если у вас Макака без пятой пробуды, прожимайте. Но здесь у нас чисто полнота экспериментов в более-менее бюджетной пачке. Окей, хорошо, смотрим, наблюдаем. Урон пошел, Макаку я не трогаю, как и обещал. Прожимаем Виксеру, прожимаем Инита и смотрим. Ешка уже есть, в принципе, урон более-менее чем приличный. Также прожимаем Нумеру, так как Хельга у нас совсем справится. Если нет Хельги, то тогда уже, скорее всего, придется брать Ситрама и находить себе место под Эловин. Потому что без Эловинки Ситрам у вас попросту не будет успевать заряжаться от фазы к фазе щитов. Это прям проверено 100%. Либо Холлоу нужна, либо Эловин. Поэтому здесь обязательно, если вы используете Ситрама, брать данных героев. Если у вас нету, ну, именно метовых героев с мульти-хитами. Окей, все, смотрим уже, в принципе, бэшка, но мы на этом тайминге уже были СС+. Да, я здесь Макаку не трогаю, поэтому, ну, вы сами понимаете. Все, прожимаем снова Хельгу, и здесь будем абузить все то же самое. Сейчас мы прожмем Виксеру. И... у нас что-то автоульты нажались резко. Ой, дурак! Ну ладно, сделаем скидку на это. Пусть это будет какой-то рандомный скачок урона у вас в пачке, непонятный. Все, больше не прожимаем, а то что-то прям нехорошо получается. И давайте смотрим дальше. Ну, слушайте, я смотрю, Triple S с такой пачкой набить можно. Да, урона прям не сильно много, ну, в принципе, приемлемо. И даже этот щит, благодаря Хельге, мы пробьем самостоятельно, без всяких примесей по урону. И даже вот прожмем Виксеру, прожимаем Инита. Ну, слушайте, неплохо, неплохо. Однозначно, если у вас есть такой сетапчик, то можно его повторять. Главное использовать вот эти вот механики, которые помогут максимизировать вам урон. И будет делать... Мы даже этот щит пробьем. Вау! Ну, смотрите, прям красиво. 3 лямчика у вас уже будет. Ну, я думаю, это в топ-2, 5% вы точно попадете. А там наградки, ну, довольно-таки неплохие. Сейчас можно прожимать, так как все равно этот щит мы не пробиваем 100%. И давайте сейчас посмотрим, сколько же урона будут наносить. Так, слушайте, мы бы пробили этот щит, если бы нормально прожались. И, как вы видите, все равно все выживают. У нас пачка будет жить, я так понимаю, что до самого конца. Ну, прикольно. Однозначно прикольно. Все это благодаря Нумере. Если же вы спросите... а что, если нету Нумеры? Ну, если нет Нумеры, то это уже вообще совершенно другая пачка. Спасибо, Кэп. Да. Вот, все, у нас выживает одна Виксера, но это из-за того, что у нас здесь Макака. Кстати, многие выживают из-за того, что Макака свою пассивку дает. Ну, ничего страшного, нормально. Очень интересно, сколько набила Виксера. Так, ну, 82 миллиона. Заметно снизился урон у Инита. Да и у всех, в принципе, снизился. Макака один раз ультанул, набил больше всех. Ну, как бы, вот вы сами понимаете. А у Макаки на 5-й пробуде усиливается только его ультимейт. Там, в общем, ну, как бы красавчик. Очень круто себя показал. Теперь давайте еще несколько вариантов и, в принципе, будем закругляться. Так как сейчас проходит еще и лимитированный призыв на вот эту вот красоточку Фалкию, считаю, прям вот ошибкой будет ее не протестировать здесь. Давайте посмотрим вот такую вот пачку. Также у нас будут 2 ядовика. Я думаю, что Нумеру можно поменять на Ворна, если у вас либо есть тот, либо тот. Однозначно урон будет разниться, так как Нумера наносит больше Ворна, но с Ворном тоже будет приятно. И здесь мы еще с вами берем Нерису.
так как у нее еще есть с ульты мультихит, она довольно-таки много ударов наносит, и это поможет нам там в дальнейшем помогать Хельге пробивать щиты. Также у нас Фалкия имеет отношение к специалисту класса скорости атаки, следовательно, она тоже достаточно быстро бьет. По расстановке все плюс-минус то же самое. Хельга, здесь у нас Макака, здесь у нас... как ее, господи? Нумера. Дальше выставляем, вот смотрим, куда мы можем поставить. Выставляем вот так вот Нерису, выставляем Фалкию и Настю. Все, поехали. Смотрим на урон. Фалкию можно прожать. Я думаю, также можно поражать и Нумеру. И мы должны уронить босса до щитов. Все круто, все классно. Все, босс, появляется фаза накопления очков. Прожимаем, так как и в прошлый раз, Макаку. И давайте на быстрой перемотке. В принципе, здесь механика все такая же самая. Просто вернемся уже, наверное, под конец боя. Посмотрим, какая у нас будет разница между другими пачками, которые вы уже увидели. И вы, в принципе, для себя решите. Может быть, как раз таки Фалкию забрали и сюда внедрили. Ну как же без объяснений? Здесь у нас... новый герой Нериса. Я не рассказывал конкретно для чего она здесь, поэтому давайте пообщаемся. У нас вот минута 29. Сейчас стартует предпоследний щит вообще в целом за весь бой. И Нериса нам здесь нужна, чтобы помочь его пробить Хельге. Смотрим. Здесь у Нерисы, видите, таким сиреневым пламенем горит ее жемчужины. Сразу говорю, что пока она не наберет хотя бы 5 стаков первых своих жемчужин, ей ультануть вообще не получится. И вот после того, как мы на предпоследнем щите ультуем, Нериса не успеет откатиться и ультануть на последнем щите, и поэтому последний щит мы тоже курим. Давайте смотреть, как это все будет происходить, как оно вообще выглядит. Вот щит Хранителя Душ появляется, 430 стаков, прожимаем Нерису, прожимаем Фалкию. Сейчас у нас еще откатится и Макака. Там мы, в принципе, и без Макаки успевали, но нет, не успевали. Все, мы всех прожали и мы пробили. Как вы видите, уже почти 5 миллионов урона. И все, видите, Нериса до сих пор долбит, и это нам дает, видите, вот четкий ответ, зачем здесь Нериса. Один раз, чтобы пробить, и да, это не поможет вам вырваться в топ-100, но, тем не менее, пачка показывает себя тоже впечатляюще. Почти 6 миллионов урона. Здесь у нас нету никаких героев, которые накладывают вдохновение. Нету никаких там всяких констанций, долорок, дяочаник и прочих таких героев, которые могут повысить нам урон. Вот у нас даже Нериса успела откатиться, но этот щит мы не пробиваем, у нас здесь буквально не хватает 100 ударов. Но и не надо, у нас здесь никто не умирает. И возможно, ну нет, наверное, 6 лямов урона они не набьют. Хотя, сейчас если Нумера даст джазу, то может быть и набьют. Ну почти 6 лямов, да, почти 6 лямов урона. Вот тоже вот такая вот вариация. Давайте посмотрим, кто что сколько нанес. Ну и, в принципе, будем итожить. Все, у нас здесь даже Настя вырвалась вперед. Суню Кун нанес чуть-чуть меньше. Ну, в общем, смотрите. Даже Фалкия, с учетом того, что она не на третьей пробуде, а всего лишь на первой, очень даже неплохо себя показала. Почему здесь для нее юзлес первая пробуда, конкретно для Фалкии? Потому что она с ульты накладывает снижение урона. То же самое делает и Нумера, поэтому, в принципе, они вдвоем держат стабильное снижение урона. Нериса спасла всех от получения летального урона и будет спасать, если вдруг вы не будете пробивать какие-то щиты, то вот вам, в принципе, через Нериску можно играть от тактики переживания определенных фаз, когда вы не можете пробить щит, а на следующий щит уже у вас готовы ультимейты, и вы пробиваете щит и наносите снова урон. Ну и самое важное, это показать, в каком шмоте были одеты герои, чтобы вы плюс-минус понимали, на что рассчитывать вам. Настя
одета у меня в злую месть плюс магия души. Здесь, где можно, я брал атаку плоскую, в общем, 4 статки, так как она ядовик, яды наносят урон от атаки героя. Пожалуйста, даже неплохим вариантом, скорее всего, если мы рассчитываем на яды, давать здесь воеводу, так как воевода даст и скорость атаки, и больше атаки будет у вас в сумме, поэтому, возможно, стоит обратить внимание на воеводу, если у вас вдруг нет злой мести, потому что злая месть, в принципе, дефицит. Артефакт, естественно, слеза сумерек, вообще без вариантов. Если вы там плюс-минус такой начинающий калачик, а не тертый калач, то рекомендую вещицу из Белой башни. Вот, пожалуйста, также увеличивает атаку, только на меньшее значение, но прям очень круто. И если рядом нет союзников, еще и скорость атаки вам забустит, поэтому как бы обратите внимание на этот артефакт. Фалки одета здесь в злая месть плюс магия души. Скорости атаки мало, не стал уже переодевать, потому что жонглировал шмотом из ворна, но в амулете мы ищем скорость атаки, желательно 4-статную. В общем, вот такого вот плана у меня есть. Вот это вот был бы самый неплохой вариант для Фалки. Но этот вариант прям вообще неоспоримо одевается, когда она на третьей пробуде. Но до третьей пробуды здесь еще спорно, что лучше, 100 скорости атаки, либо же 1500 атаки. Ну и здесь, естественно, 4-статка. Вот такая вот скорость атаки, естественно, ищем во всех допах. Здесь скорость атаки в тушке, редкость. И в пушке также скорость атаки. Шмотки плюс-минус так себе. Артефакт здесь я взял расколотый Эфес. Если у вас там, не знаю, каким-то чудом сияющее пламя на плюс 25, вообще идеальнейший вариант ее личный арт. Но у меня вот я его только забрал с магазина событий, все, до этого он мне просто даже ни разу не дропал. Дальше у нас Хельга. Хельга у меня в катаклизме с ее именным амулетом и фракционным кольцом на таинство, где мы заливаем яркую после применения ультимейта. Но она, честно скажу, и без вот этого вот очень хорошо заливается по ярости. У нас 621 скорость атаки. Все остальное, в принципе, не важно. Если у вас не получится ее одеть в урон, как у меня, вот, то, в принципе, просто дайте ей там 550-600 плюс скорости атаки, и будет вам счастье. Также вот знак ворона, ее личный артефакт, очень желательно, так как после активации суперспособности восстанавливает 12% ярости, а вот это вот прям, ну это прям много. Нериса одета у меня вот так вот, это шмотки с бездны, прилив сил плюс бессмертный воин, здесь чисто чтобы она жила, но тут там она столько урона не получает. Если берете Нерису, можно дать ей больше скорости атаки, 600 там будет вообще легко набрать, если не брать вот этот вот сет. Ну и остальное чисто чтобы хилила там плюс-минус, может, она даже может что-то и поддамажить, но, честно говоря, не тестил ее в ДД сборке. Артефакт Эпитафия Элизиума, так как повышает исцеление основной цели, она у нас хилит одну цель за каждого одного союзника в пределах дальности, а у нее огромная дальность, поэтому очень хорошо бустится у нее эффект исцеления, так как у нее в радиусе все герои, которые на карте. Вот и умножайте за каждого 8%. Прям балдеж. Окей, хорошо. Нумера. Также магия души отбой, но в магии души тоже хорошо одевать. У меня здесь катаклизм и злая месть. Вот такие вот допники. Вот смотрим, здесь у меня не 4-статка, но хорошая шмотка. И тут также не 4-статка, но именная фракционная, точнее шмотка, фракционное кольцо. Финальные статы вот такие: 21 тысяча атаки, 335 крит урона, 400 скорости атаки. Также расколотый Эфес артефакт, прям очень хорошо заходит для бойцов, универсально топовый. Ну и макака по стандарту: магия души плюс злая месть, финалочка статов вот такая, 27 тысяч атаки, 337 крит урона и 387 скорости атаки. Артефакт золотой посох, это его именной, на плюс 25. Если мы уже будем рассматривать то, что вот у нас Фалки, Ворн был одет также, ну, в шмот Фалки, вот от этого и отталкиваемся. И также еще покажу вам шмот Инита, он у меня здесь не дозалит навыками, тут еще 15% его базовой атаки прогуляла данную пару.
В общем, так же само. Магия души плюс злая месть. Можно одеть и адский рев. Урон может чуть-чуть просесть, а может чуть и подняться. Все зависит от того, ну, какие статы вы ему дадите. Вот тоже 18,5 тысяч атаки, 338 крит урона, 324 скорости атаки и почти 100 кэша. Артефакт, естественно, слеза сумерек. Земляне, ну вот, в общем, вот так себя могут показать ядовики. Честно говоря, они меня сегодня прям удивили. Я сегодня полдня игрался, экспериментировал, в общем, кайф. И у меня урон поднялся буквально утром, я набил что-то там 6 с копейками. И вот даже буквально на записи мы с вами поставили рекорд почти 8,5 миллионов. Может быть, где-то там что-нибудь рандомчика подловлю, может быть, где-нибудь идеальные тайминги попрожимаюсь и получится ворваться в топ-100. А вы пишите в комментариях, как вам пачка, попробовали ли вы уже собрать ядовиков. Если у вас какие-то идеи, может быть, я что-то не так делал, либо можно где-то что-то как-то подгадать, кого-то что-то подсобрать, обязательно пишите в комментариях. Найдем с вами какой-то универсальный способ забрать топ-100, и нас будет такое количество, что никто не зайдет в топ-100. Ну, немножко шутка юмора, каламбур. Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Это огромная поддержка от вас и мотивация для меня пилить для вас контент и улучшать его качество. Телеграм-канал вы уже видели, рекомендую подписаться, если еще не подписались. Ну и с вами был Планета, и увидимся, когда увидимся, играйте в Watcher of Realms красиво. Пока-пока.